Как и для чего быть креативным атлетом в воркауте? Тима Тимчик, слышал ты о нем или нет, но сейчас будем разбираться, кто же этот парень, который делает такие крутые ролики. С Тимой мы списались в Инстаграм, где у него 10 тысяч подписчиков. Я давно следил за этим парнем, который был интересен своим нестандартным подходом к воркауту и видеосъемке. Как оказалось позже, атлет тоже смотрел мои ролики на YouTube. Впереди много интересного и главное конкурс с 3 победителями от нас с Тимой. Поэтому готовь свой фирменный перекус, усаживайся поудобнее и смотри до конца. Привет, телостроители! Это Владарович, и ты на канале об уличных тренировках и калистенике. Парню 23 года, настоящее имя Артем, а Тима Тимчик – это творческий псевдоним в Инстаграм, который отчасти дала мама, называя Артем, Тема, Тима. Родом он из города Луганск. В 2014-м с началом военных действий на Донбассе спортсмен переехал в Кременчуг, Украина. Так как у Тимы много увлечений, я задал вопрос, кто же он по жизни в большей степени. Ответ – контент-мейкер. Для тех, кто не в теме, это забугорное слово, которое все больше набирает популярности и означает деятельность по созданию фото, видео, текстового контента, который мы ежедневно потребляем в соцсетях, но наш герой делает это по-особенному. Тима раскрывает воркаут через креативные идеи. Ребят, выпуск решил поддержать этот парень. При немалом росте для воркаутера 1,82 м и весе 70 кг он делает уже выход одной рукой, а свой первый выход принца на 2 он сделал с первой попытки. На YouTube-канале он снимает как видео с тренировок, так и разные прогрессии. Думаю, будет интересно всем практикующим атлетам. Ссылку на Даниила я оставлю в описании. Тима Тимчик выделил для себя приоритеты, и он хочет стать не самым сильным воркаутером, а самым креативным воркаутером. Именно на крутых идеях и их воплощении Тимчик собрал вокруг себя аудиторию в 10 тысяч подписчиков в Инстаграм. Ведь воркаут-контент во многом однообразен у большинства атлетов. Чтобы добиться известности в соцсетях, нужно или прокачивать умения как атлета, и быть на голову выше большинства, или делать то, что никто до этого не делал в контенте, нести свою идею в массы и красиво ее подавать через нестандартные ролики. Сразу пример от меня, Игорь Войтенко. Он далеко не самый сильный и выносливый человек, но у него получилось благодаря уникальной, интересной подаче своих видео и идей. Войтенко – это бренд, мотиватор. Именно поэтому, когда я вижу, как многие копируют, сами того не понимая, каналы Игоря, их смотрят не миллион ожидаемых просмотров, а в десятки раз меньше. Войтенко один такой, и нужно придумывать свое, выделяться. Тима советует добавлять в ролики элементы шоу, актерской игры, заимствовать интересные идеи из фильмов, клипов, переделывая под себя. Например, если развиваешься в воркауте, старайся черпать новые идеи для своих видео, фото с других сфер, может не связанных со спортом, развивая насмотренность у других авторов. Это как в школе или универе. Есть общеобразовательные предметы типа биологии, философии, географии, литературы, которые сначала могут показаться бесполезными, но они расширяют наш кругозор и дают новый взгляд на те вещи, которыми мы занимаемся по жизни. Поэтому в воркаут-контенте главная проблема, считает Тимчик, это серость, однообразие увиденного. Факторы успеха в соцсетях – это разносторонний контент, основной, развлекательный, обучающий и так далее. Регулярное общение с аудиторией, повышение навыков написания текстов, монтажа, освоение фотошопа и мысли 24/7, как сделать видео, фото, пост в каждый следующий раз лучше и лучше предыдущего. Отойдем ненадолго от темы создания контента и поговорим о нашем герое как спортсмене. С детства Тима пробовал разные кружки – плавание, бокс и прочее. Были проблемы со сколиозом, но душа ни к чему не лежала. Пример ему с ранних лет подавал отчим. Как человек военный, каждое утро, делая зарядку и в целом следил за физической формой, здоровьем, ходили с Тимой на турники, и впервые сделанный подъем переворотом в 14 лет и был отправной точкой в воркауте для маленького Тимы. В начале занятий Тиму мотивировали Миша Баратов, Миша Костырин, он же по прозвищу Гопник на турнике, и Владимир Тюханов. Думаю, многие его еще помнят. Кстати, ребят, как вам стиль Вовы Тюханова? Был бы интересен сюжет о нем. Тюханов сначала просто тренировал динамику, а потом пошел дальше и придумал направление фристайл-бар. Это максимальный креатив на турниках и не только. Во фристайл-баре ценится длина связки, красота и сложность элементов. Если интересно, напишите. Топ-5 креативных атлетов современности от Тимчика – это Лайзенс, Кораш Кабир, Даниил Азаров,
Жора Завадский и опять же Вова Тюханов и его воркаут-постановки. Не пропускай опросы о следующих темах видео на вкладке канала сообщества. Сделать это очень просто. Нажми на колокольчик рядом с подпиской и выбери пункт «Все уведомления». Также включи уведомления от YouTube на смартфоне. Атлет участвовал на соревнованиях только местного уровня. Побеждал в номинациях передний вис и подтягивания на одной. Опять же, там не было супер жесткой конкуренции. Максимумы в элементах и в базе — это передний вис 20 секунд, 30 секунд в стойке на одной руке, 45 подтягиваний, 15 отжиманий в стойке, разумеется, без стены, и 10 спичегов. При всем этом Тима немного поскромничал и не считает эти показатели какими-то высокими, и в целом признается, что не гонится за цифрами, рекордами, и он тренируется в свое удовольствие. И создание контента у него на первом месте, нежели просто воркаут. Контент-мейкер в понимании Тимы — это человек, способный передать любую эмоцию через камеру о любом предмете, который перед глазами. Такой контент должен вызывать чувства у зрителя, неважно какие. Главное не оставить безразличным после просмотра. Основная ошибка начинающего создателя контента — это расфокусированность. То есть, когда начинаем рассказывать сразу обо всем. Определитесь, в чем вы хотите быть экспертом, лучшим. 1, 2 или максимум 3 смежных направления. Нужно быть всегда в теме происходящего в своей сфере, уметь ловить волну популярности и то, что интересно зрителю, понимать, кто твоя аудитория и выделяться среди других. Нужно обязательно любить то, что ты делаешь, и вкладывать очень много времени и энергии. Тима каждое утро просыпается с мыслями о новом контенте, обучении и его создании. И я его хорошо понимаю, сам такой. Блогер, ютубер, инстаграмер и так далее — это не профессии, это образ жизни. Ведь, как сказал Тимчик, контент сам себя не сделает. Не время останавливаться. Нужно регулярно переступать через свой потолок, делать хотя бы на 1% лучше. Тут дело в восприятии. Это не рамки, не колесо, по которому ты бежишь и постоянно должен ускоряться, чтобы выжить. Нет, это должно наоборот давать заряд энергии. Тогда это твое дело. Но чтобы понять, твое или нет, я считаю, нужно минимум полгода, а то и год серьезно, целенаправленно, дисциплинированно заниматься одним делом, чтобы увидеть первый весомый положительный результат. А любимым делом становится то, что начало получаться через какое-то время, через какие-то долгие усилия. Ребят, маленькое объявление. Кому интересны персональные онлайн-тренировки по воркауту, или же вы желаете развиваться как автор на YouTube, напишите мне в контакты по ссылкам в описании. Там все подробности. А мы продолжаем выпуск. Тима вел свой инстаграм, где было порядка 1500 подписчиков. Ролики были плюс-минус однообразные, и тут пришла идея – поджечь турник. Что? Как? Почему? Ну, во-первых, потому что турник никто раньше не поджигал, делая на нем элементы. Почему бы и нет? Ребята купили туалетную бумагу, бензин, обмотали перекладину и подожгли, сняли видео. Тогда оно зашло на 2000 просмотров, только потому, что никто раньше так не делал. И вам, зрители, не советую повторять, даже в целях безопасности. Делай что-то в своем стиле, только это может выделить тебя и принести успех. Обращайте внимание на мелочи, ищите вдохновение в музыке, фильмах, книгах, клипах или просто идя по улице. Идеи будут рождаться спонтанно. Подсматривайте их у лучших. Не копируйте у одного, а заимствуйте и переделывайте под себя идеи нескольких людей. Так у Тимы появился личный хэштег в Instagram «Делай стиль». Самый сложный в плане монтажа был тот ролик с квадрокоптером. Я сам помню, как пошли репосты в сторис чуть ли не у каждого третьего воркаутера. Так я и увидел ролик Тимы впервые. Это видео снималось 4 дня и 2 недели монтировалось. В результате 40 секунд готового материала. Тогда многие топ-атлеты репостили это видео, включая Виталия Мельника, который придирчив к стилю видео и сам учится на режиссера. Ну и еще можно выделить ролик, где Тима бежит в лесу в огне, и он также понравился зрителю и был трудоемким. В 21 веке есть популярная фраза «ты тот, на кого ты подписан». На наши действия, мышление влияют не только те, с кем мы общаемся лично, но и лента в соцсетях, ведь это тоже наше окружение. И с этим нужно быть внимательным. Тима называет Инстаграм «зеркало души человека». Можно понять, чем он интересуется, как реагирует на происходящее. Это относится и к другим социальным медиа. Задумайтесь, действительно ли мы смотрим всех, на кого подписаны. И если не смотрим, то может и не засорять ленту? Тима заходит в социальные сети, чтобы поработать, выложить контент. Он старается не позволять себе проводить там часы напролет ежедневно, просто иногда просматривать ленту ограниченного числа людей, которые его вдохновляют, и чтобы понять, что происходит с трендами. Листая профили большинства воркаутеров, можно отметить, что они не стараются. Одинаковые комбинации, скучный монтаж. Да, в некоторых случаях это все восполняется крутым уровнем навыков атлета, но те, кто середнячки или начинающие в воркауте, они снимают одинаковый контент
контент, не выделяясь ни спортивными навыками, ни креативом в съемке, монтаже. Тима считает, что до нас, стран СНГ, еще не дошел этот тренд креативности. Все снимают, как снимают, и удивляются, почему их не смотрят. Во многом стоит обратить внимание на западных европейских атлетов, у которых уже сформированный стиль. К примеру, можно отжаться и снять это у себя дома, а можно выйти рано утром в красивую безлюдную местность, провести камерой телефона по траве с росой и поотжиматься, снимая с нестандартного ракурса, сделать интересные переходы кадров и так далее. Креативность – это отличительная черта других людей. Оригинальность, свой стиль – это та идея, которая приходит в голову только тебе. Внимание! Условия конкурса с 3 победителями и ценными призами ты можешь прочесть в описании или в закрепленном комментарии. Основные тезисы от Тимы, с чего стоит начать, чтобы стать контент-мейкером. Определись, в какой одной-двух смежных сферах ты хочешь развиваться. Не распыляй внимание, прорабатывай контент-план постов, обучение, развлечения, вовлекающие в переписку посты и так далее. Если это видео, обязательно изучи, как лучше прописать сценарий, что такое раскадровки, проходи регулярно какие-то курсы, читай бесплатные материалы на свою тему и самое главное, мысли не так как все, то есть креативно. Как развивать креативность, вы можете детальнее спросить совет у Тимы в Instagram. Ссылка будет под видео. Интервью с Тимой получилось очень объемным и не поместилось в один сюжет. Я предлагаю тебе поставить лайк под роликом, если понравилось и ждешь продолжения. 200 лайков под видео и я выпускаю вторую часть. Там мы разберем интересующие вопросы каждого воркаутера, который хочет развиваться в соцсетях. Обсудим, что тебе делать и как развиваться, если нет классной камеры, микрофона, можно ли стать популярным без рекламы и куда вложить первые небольшие средства начинающим спортивным блогерам. И посмотрим еще больше креативного контента. И возможно, именно ты будешь будущим популярным автором. И не забудь про конкурс в описании. Ребят, присылайте свои истории или знакомых мне в ВК, Инстаграм, Телеграм или Фейсбук. Если это покажется действительно стоящим внимания, ваша история будет необычна, интересна широким массам, то обсудим выпуск на канале. Атлет, узнай, как можно скачать мою мини-книгу о воркауте. Переходи по ссылке под этим роликом, и в описании к видео есть еще интересные предложения для тебя. А прямо сейчас я предлагаю тебе встретиться в других моих роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях. Автор сюжета – я, Владарович. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу.